Всем привет, дорогие друзья! Буквально через считанные минуты на этом льду мы увидим произвольные программы наших юниоров. Давайте пожелаем всем спокойствия, удачи, гладкого льда и давайте скорее смотреть! Коля, привет! Расскажи, как ты настраивался, нервничал, не нервничал? Настраивался, как мне показалось, довольно спокойно, но когда уже вышел на 6-минутную разминку, тогда уже, конечно, стал немного нервничать. Пока, наверное, еще просто не готов. По отдельности, конечно, я могу все хорошо прыгать, но пока именно целостной программы нет, то есть пока не вкатано все. А на тренировках вот тот набор, на который ты сейчас идешь, получается выкатать? Когда как. Ну, мне кажется, что дело в том, что сейчас Даниил Маркович и Терри Георгиевна поставили мне очень насыщенные программы, и пока просто я, наверное, физически ничего не успел вкатать. Ты с детства катался в группе Терри Георгиевны, и вот сейчас вновь вернулся в этот тренерский штаб. Как ты сейчас с нуля отношения выстраиваются, или уже все, наоборот, комфортно, как и было? Уже как будто бы как и было. Вот. Все нравится. Но нужно еще какое-то время там адаптироваться, или все, работа уже налажена, настроена? Мне кажется, что уже работа, в принципе, налажена, теперь просто только работать. Ты поработал в разных тренерских штабах. В чем какие-то глобальные различия? Наверное, в принципе, в системе тренировок, в общем и целом, разный темп, разные задания, разные требования. Ты растешь от сезона к сезону, вообще вот этот рост, он сильно сказывается на технике прыжков? Нужно ли заново себя ловить на льду, привыкать? Да, приходится корректировать как-то технику, больше работать и в зале тоже, чтобы на льду все получалось. Тренеры как бы поправляют все, корректируют. Как твои первые впечатления? Короткая программа, произвольная. Чем доволен, недоволен? После акселя вчерашнего жив? Впечатления отличные. Произвольной программой в целом доволен. Можно было дожать чуть-чуть. Даже больше не за Сальхов обидно, а за каскад из 3, что с выездом были проблемы. После короткой. Аксель больше случайность была. Вот. Рад, что до конца докатал прилично. И особо не расклеился. Что тренеры сказали? После короткой сказали, почему аксель так произошел, что надо будет исправлять. После произвольно сказали, хорошо было. В целом вообще в межсезонье ты сменил тренерский штаб. Достаточно ли было времени, чтобы уже как-то привыкнуть к работе новой, адаптироваться, подготовиться? Да, было достаточно времени. Я приехал изначально в апреле, покатался 2 недели. И обратно уехал в Пермь отдыхать. После этого я вернулся, мы неделю покатались в Петербурге еще. И уехали сначала в Грузию на сборы, потом в Кисловодск. И вот как-то за все это время все уже устаканилось, стало хорошо. Понимаешь, что могут быть какие-то личные моменты, но в целом как ты пришел к этому решению, что тебя сподвигло к переезду, в конце концов, смене тренерского штаба? Не хватало конкурентной среды. И просто, что не с кем особо пообщаться во время, после тренировок. А сейчас ты с кем на одном льду тренируешься, на кого смотришь, с кем у вас вот эта конкуренция происходит? На одном льду с Аней Фроловой, Артуром Данииляном, периодически с Сашей Симковым, Максимом Бадави, Матвеем Ветлугиным. И как на всех смотрю, все равно, если кто-то что-то делает лучше, хочется стремиться к этому и не расслабляешься. Марк, привет! Расскажи, какой у тебя вообще настрой на сезон, какие самые главные цели перед собой ставишь? Настрой на сезон боевой, так как это будет мой заключительный сезон в юниорах. Ставлю высокие задачи для себя. Первая задача – это, конечно, кататься чисто и более уверенно. Это твой последний сезон в юниорах, дальше нужно уже переходить во взрослый. Как ты думаешь, что самое главное за этот год тебе нужно усовершенствовать, чтобы врываться в эту борьбу? Во-первых, как я сказал, больше уверенности в себе, и контент усилить, выучить новые четверные, чтобы быть конкурентоспособным. На этих прокатах что тебе сказали тренеры, успели ли уже с федерацией, может быть, разобрать? Виктория Евгеньевна сказала, что боролся, что молодец, что не сбросил после первой половины.
Ну и сказала, что будем работать дальше, есть что улучшать. С кем работали над новыми программами? 2 программы мне ставил Егор Марашов, что короткую, что произвольную. Уже 3-й год подряд мы с ним работаем. В короткой выбрали «Болеро», Да, но при этом в очень интересной обработке. да, ну это предложил опять же Егор. Я послушал, мне сразу понравилось, я сказал то, что да, будем ставить. А произвольную программу мы поставили тоже под классическую композицию «Турандот», тоже, ну, в неоригинальной версии. Вот. Но мне тоже очень нравится эта программа. А ты во время постановок вообще сильно участвуешь? Можешь предложить какие-то идеи? Или вот тебя ставят, ты просто исполняешь вот все, что как поставлено? Я там спрашиваю, подойдет ли там какая-то интересная вещь. Вот. Но в целом кардинально я не участвую в постановке. Я доверяю Егору, там, тренерскому штабу. Илья, привет! Поздравляю тебя с завершением контрольных прокатов. Поделись своими эмоциями, впечатлениями, чем доволен, чем недоволен. Я, в принципе, всем доволен. Недоволен только второй частью, что не получился аксель. Мне там чуть-чуть пока по силам не хватает, поэтому так получилось. А какие задачи перед собой ставил перед этими прокатами? Больше с технической точки зрения или, может быть, самое главное было все-таки образы, программу показать? Сейчас самое главное показать программу, но и по технической части я тоже старался показать все, что могу. Над чем больше всего в межсезонье работали? На чем был главный упор сделан? Главный упор был на хореографию, вращение и скольжение. Ну, прыжки тоже не забывали. Про программы свои расскажи. Кто ставил, как выбирали? Программу ставил Сергей Плишкин, выбирали вот с тренерами. Я катаю в произвольные карточного Шулера. Коротко я катаю повседневную мужскую боль, типа стресс мужской, все такое. Серьезные, конечно, образы ты выбрал. Да. Удачи тебе в сезоне, пусть все получится. Алена, привет! У тебя очень красивые выразительные образы в твоих программах. Расскажи, как ты над ними работала? Обе программы мне ставила Ева Куц, и работали мы с Софьей Вячеславовной, с Елизаветой Евгеньевной Новиславской. Очень много над ними работали, и они все еще не до конца готовы, ну, идеально, чтобы было их еще много над ними нужно работать, но мне они очень нравятся. У тебя произвольная программа началась с тройного тулупа. Мы предположили, что это заготовка под четверной. Правильно ли мы предположили? Да, в конце прошлого сезона он у меня, начал получаться, я его на последних тренировках выехала. И вот сейчас на тренировках он, очень нестабильный, но иногда тоже получается неплохой. Но чтобы ставить его программу, он еще пока совсем не готов. Но уже им, как говорит Алексей Николаевич, попахивает. Как много времени вообще в тренировочном процессе уделяете именно элементам ультраси? Полтренировки часто уходит у меня на это. У нас тренировки по часу, по полтора лед. И минут 30 точно на него уходит. Алиса, привет! Ты сегодня прям по-боевому показала себя в произвольной программе, удивила нас огромным количеством элементов ультраси. Как вообще сама оценишь эти прокаты? Я очень рада, что в произвольной мне удалось сделать 4 ультраси. Очень жалко, что в короткой не получилось сделать аксель, но я все равно очень рада, что мне удалось побывать на прокатах, что я переборола этот страх делать 4 ультраси и смогла их сделать. А вообще, насколько сильное волнение было перед прокатами? Именно перед короткой я не особо чувствовала. Перед произвольной, я не знаю почему, но как-то у меня был такой легкий испуг. Но видишь, в итоге в произвольной хорошо получилось. Может быть, этот испуг тебе помогает собраться? Наверное, да. Больше адреналина как-то, наверное, больше помогло, я не знаю. А ты еще как-то, наверное, в поиске вот этого настроя на соревнования, да, как настраиваться, чтобы все точно получалось? Или ты уже знаешь какой-то подход к себе? Я примерно уже, думаю, знаю, как могу подготавливать себя к соревнованиям, к выступлениям. И как это? Вот что для тебя самое важное перед выступлением? Для меня важнее всего это, чтобы
это все не тянулось, потому что чем больше у меня времени перед прокатом, тем больше я начинаю волноваться как-то. А кто тебя поддерживает перед выступлениями, кто с тобой на связи всегда, трансляцию прямую смотрит? У меня есть там подруги, друзья, я им бывает пишу, если переживаю, и они меня поддерживают в любом случае. Ну и также семья моя. И прямую трансляцию смотрят, пишут потом? Конечно. А тренеры тебе что сказали после твоих прокатов? С Александром Анной Кравцовой мы были в шоке. В шоке, что у тебя получилось чисто Да, откатать? потому что я начала этот контент накатывать 2 недели назад. Даже как накатывать, это, наверное, 3-й прокат с Акселем. У меня вот в прошлом сезоне стояло 3 четверных, 2 тулупа и сальхов. Сейчас мы добавили еще Аксель. Но это было по моей инициативе, я не знала. Я просто в какой-то вечер решила, то, что хочу попробовать Аксель в программе. Все, я пошла, вроде сделала нормально. А на тренировке хоть раз получилось такой набор чисто откатать? Чисто нет. То есть это первый чистый прокат Да. такой. Ну, я тебя поздравляю, ты умничка. Спасибо. Аня, привет! Это твои первые юниорские контрольные прокаты. На наш взгляд, ты справилась с ними отлично, но нам показалось, что ты такая перфекционистка, что вот всегда недовольна, даже если маленькая ошибочка есть. Расскажи, как твои впечатления вообще? Мне очень понравилось вот это ощущение прокатов, то, что ты можешь показать себя просто в тренировочном варианте. Ну, я, конечно, могла лучше, но, в принципе, нормально для первых прокатов. Что сказали тренеры? Успели ли на разбор уже сходить, федерация? Ну, сказали то, что надо больше над вращениями работать. Сейчас у меня в этом сезоне новое вращение мне поставили, и вот пока оно не очень получается, но я стараюсь над ним работать. Нервничала вообще перед выступлениями? Больше, чем на соревнованиях, или меньше, наоборот? Ну, вообще я старалась не нервничать, я старалась вообще забывать это чувство. Вот. Получилось? Ну, в принципе, да. Расскажи про свои программы, кто тебе их ставил, кто выбирал. Короткая программа у меня «Индия», мне ставил Георгий Владимирович Пахилюк. Мне очень нравится эта программа, мы еще хотели ее поставить с прошлого сезона, в конце прошлого сезона. И вот мы сразу знали, что будет Индия, и мы прям уже рвались в новый сезон, чтобы ее поставить. Произвольная программа у меня стоит сериал «Ход королевы». Мне тоже очень нравится эта программа, тоже ставил Георгий Владимирович Пахилюк. Она такая, наполнена всеми фишками, мне очень нравится, какие там есть еще такие знаки. Поэтому мне 2 программы очень нравятся в этом сезоне. А не сложно вообще совмещать хореографию, передавать образ и совмещать это с большим количеством сложных элементов? Иногда, конечно, бывает сложно, но если ты умеешь это делать, если у тебя получается и прыгать, и у тебя хорошо получается скользить, то тебе это будет не тяжело, потому что ты уже это автоматически делаешь, и из-за этого хорошо получается. Агата, привет! Расскажи, с каким настроем врываешься в новый сезон? Я не могу сказать, что сейчас у меня боевой настрой, так как нету полноценной формы, пока еще восстанавливаюсь, накатываю программы, но думаю, что сезон будет интересный, так как выхожу во взрослые, будет интересно покататься с фигуристами, на которых я ежегодно смотрю и болею, и восторгаюсь, беру какие-то изюминки, стараюсь повторять что-то. А форма еще сейчас находится в процессе набора, потому что были какие-то сложности в межсезонье, или всегда так тяжело в новый сезон входить? У меня ежегодные травмы, они изначально всегда побаливают. Просто чуть позже начала прыгать и позже начали отрабатывать программу. Через пару недель соревнования, так что будем продолжать усердно тренироваться и готовиться к сезону. Как проходили сборы, на чем больше всего фокусировались? Наверное, старались фокусироваться вообще на всем, на скольжениях, вращениях, прыжках. Они проходили спокойно, впрочем, как и ежегодно. Стараемся работать, тренироваться. Все еще впереди. Контрольные прокаты юниорской сборной в Новогорске подходят к концу. Но тем временем в далеком Китае наши ребята выступают на первом этапе Гран-при среди юниоров. Поэтому давайте все напишем наши слова любви и поддержки в комментариях. Ребята, мы с вами!